Что-то... Всем привет, дорогие друзья, с вами Макс, и сегодня мы продолжаем снимать ролики по черепашкам. Сегодня у нас ролик по черепашке Ниндзя 2 Battle Nexus, и необычный, а вот я впервые таким занимаюсь. Мне первый раз присылали данную идею в 2000, по-моему, 16 году. Вот либо 16, либо 17, возможно, 17 год, но мы сидели на стримчике, и, ну, лампово, там мало людей было, все дела. Мы сидели на стримчике, и мне кто-то написал, что, типа, есть куча всяких других скинов, есть всякие черепашки из киберпространства, всякие другие черепашки. Короче, очень много всего можно внедрить в Battle Nexus, в черепашки Ниндзя первую часть, того, чего нет. То есть просто заменить текстурки и сделать как бы визуально красивый эффектик. Сегодня я вам покажу мод, точнее не мод даже, это просто замена текстур, то есть мы можем как бы, ну как, скажем, поиграть за Сплинтера механического. То есть в этой игре в Battle Nexus мы сейчас можем поиграть за босса механического Сплинтера. Но прежде чем я вам все это покажу, мы сейчас пока что в меню сидим, давайте я все выберу. Прежде чем мы начнем, друзья, я хочу вас всех попросить, тех, кто не смотрит мои другие видео, которые набирают, кстати, мало просмотров, к сожалению, потому что вы их не смотрите. Не знаю почему, вам, наверное, не нравится, но, блин, я снимаю Outlast, я прохожу другие игры по черепашкам, я прохожу всякие кунг-фу панды, там всякие детские игры, я это прохожу ради вас, чтобы вы тоже смотрели, то есть не только черепашек, а чтобы было какое-то разнообразие на канале. Также я скоро хочу начать снимать Майнкрафт, выживание. Я вас тоже прошу, чтобы вы мое выживание с модами, там мини-игры, Майнкрафт, все дела, все смотрели, потому что если не будет там роликов каких-то других, то не будет вообще никаких роликов, потому что надо хоть какое-то разнообразие когда-то делать. Поэтому я вот чуть-чуть решил стримить иногда черепашек. Я, кстати, стримил, кто не видел, кто не замечал мои стримы, то у меня были стримы очень много летом. Я решил постримить, вот там стримил с другом иногда сам, вот разные игры, ну как разные игры, черепашек я стримил, да, для вас, поэтому если вы не хотите в дальнейшем пропускать стримы, если вы не хотите пропускать новые видео, которые от меня будут выходить, то, пожалуйста, нажимайте на колокольчик, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. В группе ВКонтакте и на моей страничке ВКонтакте будут все новости о новых роликах, а также там можете со мной пообщаться. Все, поехали, это слишком так затянулось. Я как раз захожу на эпизод канализации. Это вот такой вот уровень, где, конечно же, в конце у нас будет Сплинтер механический. И что я делаю? Я выбрал всех персонажей, которые у нас идут параллельно как бы черепашкам. То есть вот Слэшер, все дела. Ну ладно, давайте выберем. После короны у нас идет Сплинтер. И вот наш Сплинтер. Да, ничего такого не произошло, никакой замены не было, в принципе, то есть, ну, все приемы те же самые, ну, это логично, потому что у нас механический Сплинтер так и дрался. Мы играем за механического Сплинтера, то есть вот так вот, друзья, это просто самый обычный мод, так сказать, но это не мод, но это можно считать и мод, ну, наверное. Вообще это текстуринг какой-нибудь. В общем, друзья, если вы хотите ссылку на этот мод, то оставляйте... Хотя нет, давайте не так. Ссылку я вам на мод просто так оставлю, а вот продолжение данной рубрики. Дело в том, что очень много есть всего, что можно обозреть по этому поводу. То есть не только вот этого Сплинтера. Еще можно обозреть... Там, я не помню, черепашки-ниндзя из Fast Forward в этой игре, черепашки-ниндзя Mutant Millie в Battle Nexus, черепашки-ниндзя Mutant in Manhattan из Battle Nexus, черепашки-ниндзя в киберброне из Battle... Что несу? Короче, все, что я сказал только что, но все это будет в Battle Nexus. Также есть моды на черепашек 2003 года. Там тоже есть золотой шредер какой-то. И еще там некоторые текстурки, которые такие вот... Можно будет обозреть, короче. Очень много всего интересного будет. Если вам это будет хоть как-нибудь интересно, то просто поддержите меня лайком. И, пожалуйста, при подписке на мой канал, если вы не подписаны, то подпишитесь, пожалуйста. Нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить дальнейшие видеоролики на моем канале. Я сейчас уровень так слабо прохожу. Почему? Потому что я, ну, типа, разговариваю с вами, друзья, общаемся, потому что давно не было самих роликов. Очень много нарезок всяких у нас сейчас происходит. Но это, кстати, к лучшему, что выходят нарезки там на стримах всяких. Ой, на стримах. Со стримов. Потому что вы сможете, ну, сами пересматривать, по сути, стрим, да. Потому что выходят вырезки. Кто, ребят, не видел предыдущее видео, там, где я играл с другом, кстати, в черепашке Ниндзя 2003,
Я так-то не играл вообще с другом в Черепашки 2004, но на запись решил, вот первый раз мы как раз-таки поиграли и решили все-таки попробовать заснять. Точнее, не заснять, а даже постримить. Поэтому все записи, если что, есть на канале, там, заходите, смотрите. Если что, Out of the Shadows я уже отснял полностью, она уже пройдена, но надо ее теперь снимать. Ой, выкладывать. Да. Игру Outlast я вас прошу тоже смотреть. Игра, конечно, хоррорная, все дела, но я думаю, вы можете посмотреть прохождение Outlast, ну, от меня, и я буду очень рад этому. Да. Ладно, хватит болтать. Кстати, скин, я думаю, вы уже успели, ну, посмотреть, пока я вот двигался, пока все делал. Конечно же, вот кимоно, не кимоно, а как это называется? Ну, короче, вот прикид Мастера Сплинтера. Обычный вот. И только он серый такой, вот чуть-чуть сероватый, как будто такой вот темненький. И еще при этом и типа механический, то есть мы как будто робот. Ну, это понятно, потому что мы механический сплинтер. А теперь давайте посмотрим, совпадает ли. То есть оно не на 100%, конечно, совпадает, но посмотрим насколько. Это все видели, кто в прохождении. Так, посмотрим, как это выглядит. Ну, честно, да, отличия есть, но незначительные. То есть, блин, вот вы бы... Вот вы бы отличили, если бы, ну, конечно, на мне не было всякой этой фигни. Вот, кстати, можем сверху посмотреть. Но вы видите, да, как будто я сам против себя дерусь. Кстати, вот видите, лицо оголенное у него. То есть у него лицо прям гладенькое. Видите, как у него гладкое лицо? Точнее, не лицо, а морда. А у меня вот, ну, морда моя как бы такая вот не глаженная, а прям как Сплинтера, но просто без волос. То есть вот так вот. Но очень красиво выглядит. Прям, ну, я бы не отличил, честно говоря, если бы мне дали там... Сплинтера и механического сплинтера. Я понял, что это механический сплинтер. Ладно. Ну, в принципе, мне нравится. Красиво. Красиво сделано, все дела. Блин, я уже давно в эту игру не играл. Кстати, ноги тоже прикольно сделали. Ну, как вы видите, вот, мод офигительный. Мод мне нравится. Типа, заменяет... Ничего не заменяет в игре, кроме просто самой обычной текстурки. То есть текстура сплинтера меняется, и все, собственно говоря. Тихо. Так, тихо. Да что-то, блин, знаете? Что-то я вообще перестал уметь играть в эту игру. Или это так на меня... Сплинтер влияет, что я не могу. Тихо, тихо, тихо. Блин, вот это бой, конечно, ребята. Я уже, ну серьезно, что-то... За Сплинтера мне сложно играть. Ай, тихо. Ну давай, блин, я хотел ударить. Ладно. Жаль, что мы не можем как босс, конечно, делать. Это невозможно, но зато прикольно. Кстати, ребят, могу я вам еще сделать обзор на слэшера оранжевого и слэшера черного, темного слэшера, короче, на двух вот этих слэшеров. Если вы хотите, пишите в комментариях, на что вообще делать обзор. Там очень много всего. Там Fast Forward, Mutant Melee, Mutant Manhattan, всякие темные черепашки есть. Ну, не те темные, а просто они там потемнее будут. Кибернетические черепашки из киберпространства. В броне кибернафта есть черепашки. Поэтому, ребят, на все у нас будет, конечно же, обзор. Если... О, кстати, там вблизи можно было идеально посмотреть. Ну ладно. Уже ладно. Ладно, это не было никакое прохождение. Опа, вот! Вы тут можете посмотреть его текстурку еще. Смотрите, как это красиво выглядит. Ну, ребят, ну, посмотрите. Ну, за это лайк, что ли, нельзя влепить, а? И подписаться на все ссылки, которые расположены внизу в описании. А, кстати, в Инстаграме я лайкаю всех взаимно. Поэтому, если вы хотите, можете подписываться на меня в Инстаграме. А я буду лайкать вас, все ваши фотки. Ладно, неважно. Короче, друзья, в общем-то, на этом все. Вот такой вот, это маленький был ролик, маленький обзор. Тут, в принципе, обозревать-то нечего. Можем, в принципе, знаете, что сделать еще. Это... зайти на этот уровень холл. Не знаю, почему именно тут все проверяют. Может быть, потому что здесь самое чистое какое-то... Чё? Вы видели, как я их завалил? Может быть, тут просто самое изичное пространство, но вот так вот выглядит моя текстурка. Отстань. Да, господи, что такое, Сплинтер? Короче, вот так вот выглядит моя текстурка. Кто еще не успел насмотреться. Текстурка офигенная. Кто вообще хочет эту... О, вот. Кто хочет эту текстурку просто увидеть, поиграть с ней, то, блин, устанавливайте, играйте с ней. Обзоры на другие текстуры тоже будут на канале, если вы, конечно, хотите. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, вступайте в группу ВКонтакте, добавляйте меня в друзья ВКонтакте. Не забывайте подписываться на мой Twitch канал, также ссылка на мой Twitch будет в описании, ссылка на Инстаграм будет в описании. Инстаграм, кстати, вас реально прошу подписаться, будет здорово. Там в Инстаграмчике. Поэтому вот так вот, на этом все.
новые ролики прошу вас смотреть. Да, все. Всем удачи, всем пока.